Итак, здравствуйте, дамы и господа. Присаживайтесь поудобнее. И сегодня я решил разобрать такую тему, как питомцы. В Mighty Patty есть 3 вида питомцев. Это, соответственно, дракончик, это волк и это тигр. Ну, и поговорим о том, как кого можно получить, стоит ли покупать и вообще для чего эти ребята нужны. Ну и для начала тогда немножечко из Mighty Patty Википедия. Домашние животные, как вот здесь пишут, это приобретаемые компаньоны военачальника, доступные с 16 лиги, которые представляют различные бонусы. Как и герои, домашние животные могут быть прокачаны, когда получат души. Однако души домашних животных доступны только на охоте. В настоящее время существует 9 домашних животных. Кроме одного из них, нектара, все остальные можно купить только за реальные деньги. Ну, там есть маленькое отступление, мы о нем также поговорим с вами. Ну и для начала я покажу вам тех питомцев, которые есть лично у меня. Их не так много, потому что, как вы знаете, я в игру практически не вкладываю денег, так иногда чуть-чуть под настроение. Итак, где же находятся у нас питомцы? А питомцы находятся вот здесь вот. Открываете любого своего варлорда. Если питомца у него не стоит, то появится вот такой вот плюсик. Выбираем и, соответственно, ставим, что выбран питомец. Итак, у меня вот есть, это зря, вот первый питомец, которого вы вообще сможете получить именно бесплатно, то есть не вкладывая реальных денег, это, соответственно, нектар. Для того, чтобы его получить, на 16 лиге у вас откроется цепочка заданий. И там будет 15 заданий. Они поменялись. Раньше было немножечко по-другому, но после обновления, после слияния магазинов, приключений и событий, то, соответственно, изменились немножко задания. Ну и давайте я вам их зачитаю. Итак, первое задание — это убейте 20 героев в битве против других игроков. То есть идем в ПВП, идем в потасовку и убиваем. Следующее задание, второе, это откройте 5 общих сундуков, кроме сундуков событий. То есть события, сундуки работать не будут. Так, соберите 2000 медных монет. Ну, это понятно, идем, проходим события и получаем монетки. Четвертое, это потратьте 1000 эликсиров. Это в битве гильдий. Соответственно, мы заходим. И... Так, прошу прощения. Вот, заходим в гильдию, там выбираем войну. И, соответственно, я, допустим, ставлю одного героя, любого. Кто у нас там самый слабенький? Вот, допустим, я его ставлю, защита, и вот здесь появляется эликсир. То есть вот вам надо потратить 1000 эликсира. С этим понятно. Так, переходим далее. Получите 500 редких душ. Ну, соответственно, все тоже понятно. Открываем сундучки там в зале славы и спокойно получаем эти души. Следующее задание, шестое, это активировать бонус гильдии 5 раз. Ну, опять же, мы заходим в гильдию, заходим в бонусы и выбираем то, что нам надо, активируем 5 бонусов. Хотите на неделю, хотите на один день, это ваше дело. С этим также разобрались. Следующее. Так, следующее задание у нас это сделать пробуждение. Сделать пробуждение
Надо сделать пробуждение 5 раз. То есть, вот опять же, выбираем героев, допустим, там она даже пускай будет. Выбираем пробуждение и, соответственно, делаем пробуждение 5 раз. С этим тоже понятно. Восьмое задание — это поднять уровни героев, кроме обычных. То есть там есть уточнение, что белые карточки при повышении не пойдут вам в зачет задания. То есть белая карта, задание выполняться не будет. И вот они даже прямо советуют, это надо совмещать с событием Рост до небес. Это будет идеально для выполнения этого задания, потому что 25 раз повысить в обычный день, ну, это трата ресурсов впустую. Очень дорого, очень много. Нет, невыгодно. Ждите Рост до небес и спокойно делайте уровни героям. Повысить ранг 5 раз. Ранг, для уточнения, он указан вот здесь. Вот наш ранг. 461 у меня. Вот его надо 5 раз повысить. Он у нас повышается, соответственно, за опыт. Опыт у нас идет прокачки карт. Ну и также вот отсюда. Очень много опыта падает из сундука, из главы приключений. С этим тоже понятно. Следующее 10-е задание — это откройте 7 эпических сундуков, кроме сундуков событий. То есть, вот сейчас у нас событие идет на всех парусах. Соответственно, если я буду открывать сундуки эпические тут, оно в зачет события не пойдет. Не забывайте об этом. Следующее. Потратьте 2000 медных монет. Ну, опять же, ничего сложного. Идем в испытания наши. Заходим в магазин. Тратим 2000 медных монеток. На что хотите. Хотите, помещайте. Хотите, вот за 2500 сразу купили то, что вам надо. Ну, главное потратить 2000. С этим ясно. Так, потратьте 1500 пыли душ. Пыль душ. Это у нас, соответственно, вот. Мы берем духовные связи, ну, любого абсолютно. Тратим пыль душ. Нам надо потратить 1500. Ну, не так уж и мало в нынешних условиях. Но для выполнения квеста и получения питомца, если вы не собираетесь донатить, то это стоит того. Так, победить в PvP в битвах с другими игроками 8 раз подряд. Притом, как здесь указано, работает только в лигах. То есть, соответственно, либо спуститесь на лиг на 5 вниз, и там спокойно победите простых соперников 8 раз подряд. Ну, либо, если вы достаточно сильны, то в своей лиге просто побеждайте 8 раз подряд в PvP. И все. Это задание будет у вас выполнено. Следующее задание, 14-е. Это перевести 50 раз эпические души в легендарные. То есть берете любого героя, берете неудачного героя, я взял, вот, берете этого героя, выбираете эволюция и 50 раз переводите эти души. То есть у вас должно получиться, чтобы вы 50 раз это сделали. Здесь будет идти прогресс, будет появляться плашечка такая, и лишнего не гоните. И не забудьте взять также на все вот эти события, то, что там идет, не забудьте брать гильдейские бонусы. То есть 25 раз повысить. Соответственно, вы берете бонус на, вот, на повышение уровня карт героя, стоит на 16% меньше. Также перевод карточек эволюция стоит на 20% меньше. Ну и все в таком же роде. То же самое и вот усиление героя стоит на 16% меньше. Не забывайте брать эти бонусы и экономить ресурсы. Монетки гильдии добываются просто. Они в большом количестве идут, если у вас, ну, не совсем слабая гильдия, не полная уж там на дне, то монетки у вас будут, и, соответственно, задания выполняйте именно под гильдейскими бонусами. Все это будет легко и просто. Ну и последнее, 15-е задание, это выполняйте 30 ежедневных заданий. То есть выполняете вот эти вот 30 ежедневочек и получаете себе тигренка. Соответственно, сейчас я вам его еще раз покажу.
Вот этот тигренок. Вы его получаете. Ну и, соответственно, вот я прокачал его только до 2-го уровня. Соответственно, вот он на 6-м уровне. На 11-м. Все то же самое, что и у обычных героев. 16-й, 21-й и 26-й. Вот так вот. Также у меня есть питомец вот такой вот. Скольн. Я его купил. Мне он стоил 249 рублей. Как бы я не жалею о том, что я его купил. Потому что хотел я именно волка, но на эпического мне было денег жалко, на легендарного тем более. Я купил себе синенького, что он мне потихонечку, я его прокачал до 7-го уровня. Потихонечку он мне прибавлял характеристики, не так уж и плохо. То есть плюс 11 на один ход, плюс 10 варлорды. Ну, отлично. Ну, а так вот он на 11 уровне, на 16-м, на 21-м и на 26-м. Так, ну и, соответственно, уже давайте с волками закончим. На годовщину Mighty Party игрокам, кто начинал играть, если я не ошибаюсь, с апреля или с марта, дарили 50 душ питомца эпического. И мне, на мою удачу, я очень хотел его, мне выпал Стальной Хати. Вот я его уже несколько охот провел, повысил немножечко. Вот все союзные варлорды получают 10. При появлении дает ему 12 на один ход. И в конце хода дает плюс 2 всем союзникам. То есть вот такой он будет на 6-м уровне, на 11-м, на 16-м, на 21-м и на 26-м. Вот эти вот питомцы, волки именно, это питомцы атаки. То есть они заточены под атакующие пачки. В отличие от того же самого тигренка. Он заточен более на защитные пачки. Увеличение здоровья и прочее, и прочее. Ну а теперь перейдем, собственно говоря, к основным питомцам. Они у нас продаются вот здесь вот, в скидках. Вкладка питомцы. Ну и, соответственно, вот они. Вот такой вот есть Диноденг. Все союзные варлорды получают здоровье. Это у всех питомцев абсолютно есть. И при атаке союзника дает плюс 3 случайному союзнику. То есть на бафание здоровья. 8 на 6 уровне, соответственно, 13 на 11, 18 на 16, 23 на 21 и на последнем 26 30. Тень Оцелота. Это продвинутый нектар. У него появляется вторая способность. Так, сейчас, секундочку. Так. Угу. Та-да-дам. Да, при появлении союзника дает ему плюс 3, получается. А здесь у нектара появляется вторая способность. Где ты? Тень Оцелота. Вот, при появлении союзника дает ему плюс 3%. То есть это на 1-м уровне, соответственно, увеличивается на 6-м, на 11-м, на 16-м, на 21-м и на 26-м. Вот так он будет выглядеть. Это эпический питомец Тень Оцелота. Соответственно, Стального Хати мы уже с вами разобрали. Он у меня есть. Есть еще Зеленоцвет. При атаке союзника дает здоровье случайному союзнику. И при появлении союзника ближнего боя дает ему процентовку в атаке. То есть вот 6, 11, 16, 21 и 26. Вот такой питомец. Ну и переходим, собственно, к основным питомцам, легендарным. Если вы действительно чего-то, планируете самые высокие лиги брать, идти туда играть, то вам по-любому нужен будет легендарный питомец. Ну, можно, конечно, и без него, но, конечно же, гораздо комфортнее и легче будет играть, если у вас будет питомец. И, соответственно, первый питомец это в основном берут такие защитные пачки. Под огра он хорошо очень идет. Это принц Глиди. То есть все союзные варлорды изначально получают 20, при появлении дает плюс 4, при появлении союзника дает ей плюс 5. И при убийстве союзником ближнего боя исцеляет союзного варлорда на 5-30 здоровья. То есть он еще начинает хилить, но только если убивает ближний бой. То есть под него собирают пачки, где играют вот как раз Фредди, Мистер Дьявол, там это... Вечно забываю ее, девочка из природы, которая тоже при появлении наносит атаку всем. То есть вот таких героев. Ну и соответственно 6,
11, 16, 21 и 26. На 26 он лечит на 180, 230. Ну, чтобы, конечно, прокачать, придется вложить огромное количество изумрудов. Так, страж Фенрирус. Это, собственно говоря, мой волк в стальной хате, но только при убийстве союзником дальнего боя дает плюс 5, плюс 20 случайному союзнику. То есть добавляется у него умение одно. Ну а по первому умению они все легендарные питомцы абсолютно одинаковые. То есть вот 6, 11, 20, 16, 21 и 26. На 26 при убийстве союзником дальнего боя дают 120-150 случайному союзнику. Ну, а это все одинаково. Ну и, соответственно, Дроган, вот эти вот дракончики были последними добавленными питомцами. До этого были только волк и тигр. Теперь вот добавили еще такого вот дракончика в природу. Так, все союзные это то же самое. И также у него умение. При атаке союзника дает плюс 8 случайному союзнику. При появлении союзника ближнего боя дает ему плюс 4 атаки. При появлении союзника дальнего боя дает ему плюс 6 атаки процентов. И при убийстве союзником мужчиной наносит 6-15 вражескому варлорду. То есть опять же это мистер Дьявол. Это любые там те же самые ариохи, которые раскидывают кровотечение и прочее. Все они, когда будут умирать враги, они будут наносить варлорду урон. Поэтому мистер Дьявол тот же самый, то есть выходит, шлепнул там кучу всяких там башенок, всего прочего, и там чертей лича этого мелких, и все за каждого вражеский варлорд получает урон. То есть вот, и все, 26. Вот. От 115 до 140, соответственно, при появлении 33, 23, 70, ну и 45 варлордов. Вот такие вот, собственно, получились у нас питомцы. Ну и как это не печально звучит, если действительно вам хочется играть, придется покупать. Но с другой стороны, например, вот если вам действительно нравится игра, я не могу сказать, что как бы, ну, это будет, ну, прям капец как дорого. То есть, ну, 2500 за легендарного питомца. Ну, также вы получите 800 изумрудов. Я тут немножечко провел такую сравнительную таблицу, и сейчас вам покажу. То есть 800 изумрудов. 800 изумрудов это чуть больше 1000 рублей, если чистыми их покупать. Ну, вот 750 это 999. Ну, соответственно, 800 это там 1050. 1000, ну, вот так вот примерно. Поэтому вот эти вот события, то есть 1050, вот, вы, грубо говоря, сэкономили. То есть, получается, чисто питомец вам идет за там 1500. То есть, плюс вы получаете изумрудиков на те деньги, которые вы могли бы купить чистые изумруды. Поэтому готовы вы заплатить чистыми, ну, грубо говоря, 1500 один раз отдать за питомца, но потом, сейчас я вам покажу, здесь есть такая фишка, как охота. Охота дает вам души питомца. Там будет 10 заданий. За каждое задание вы получаете 10 карточек. И потом в конце вы получаете еще 200 карточек. То есть получается всего, если я не ошибаюсь, 300 карт. То есть есть задание вот такое. На эпического питомца оно стоит 500 изумрудов. Ну и готовьтесь к тому, что там вам придется еще отдать изумруды, возможно, потому что от вас могут попросить 10 раз призвать богов, либо там достать легендарного героя, либо совершить пробуждение. То есть будьте к этому подготовлены. Просто так начинать охоту, ну, потратить изумруды. Если вы не сможете выполнить задание, это будет прискорбно. 300 изумрудов, соответственно, стоит на синего питомца. На легендарного, если я не ошибаюсь, 700 будет стоить охота. Вот, выполняете эти задания, соответственно, получаете души, ну и точно так же прокачиваете, как любого героя. Вот, собственно, и все, что я могу вам сказать по питомцам. Они также имеют мощь, как и любой герой. Вот в эту мощь входит также мощь вашего питомца. То есть, вот, например, он у меня дает сейчас 780 мощи. Там синенький будет давать 610. Хотя он больше прокачан. Ну, понятно, редкость меньше. И 310 вот. То есть с этим разобрались. Здесь все понятно. Я надеюсь, это видео будет вам полезным. Ребят, кому не трудно, поставьте лайк, подпишитесь на канал.
Всех благодарю за просмотр. Ну и на этом все. Пока-пока. Пока.